Здравствуйте, друзья! В данном выпуске я вам расскажу про то, как я делаю домашнее пиво. И сегодня я буду готовить не один сорт, а сразу 3 разных. Пиво я буду делать уже из готового пивного концентрата. В данном случае я буду использовать концентрат фирмы Black Rock, это импортный производитель. И, значит, у меня здесь сейчас 3 сорта: лагер, ипа и стаут. Процесс приготовления каждого сорта этого пива довольно прост, но он требует некоторой подготовки. Для приготовления пива нам понадобится, соответственно, готовый пивной концентрат, бродильная емкость герметичная с гидрозатвором и желательно с краником, для того, чтобы нам потом было удобно переливать пиво в бутылки. Любая кастрюля, мешалка, желательно подлиннее, чтобы нам было удобно это все размешивать в бродильной емкости. Декстроза или сахар. Но в моем случае я буду использовать сахар, потому что декстрозу я не нашел. И, конечно же, чистая вода. Воды нам понадобится много, так как из одной банки пивного концентрата можно приготовить до 23 литров пива. И в первую очередь, с чего нужно начать, это, конечно же, дезинфекция. Сейчас я помою и продезинфицирую все наше оборудование, с которым будет у нас взаимодействовать пиво. Проводить дезинфекцию оборудования можно несколькими способами. Это, к примеру, использовать раствор йода, как я делал до этого. Но сейчас я купил вот такие вот таблетки с содержанием хлора. Мне кажется, это будет проще и быстрее. Либо использовать спирт или самогон. Но у меня пока в данном случае ни спирта, ни самогона нет. Сейчас я перемещусь в старый дом для того, чтобы помыть и продезинфицировать все наше оборудование. Просто в старом доме у меня есть чистая вода из колодца. В новом доме у меня тоже есть уже вода из скважины, но она сейчас содержит привкус железа, и пока я еще не установил систему фильтрации, поэтому я для приготовления пива такую воду использовать не буду. Наполняем все наши емкости водой. Одна таблетка растворяется на 10 литров воды. Каждое ведро пластиковое у меня 20 литров. Поэтому я наполняю до середины и буду добавлять таблетки. Наполнил я наши емкости водой. И теперь я в каждую из ведер добавляю по одной таблетке. Жду, когда они полностью растворятся. И губкой все это промою. И также промою крышки. И обязательно гидрозатворы. Но с гидрозатворами я поступлю проще. Я просто полностью их добавлю сюда, в каждое ведро, чтобы они также промылись и продезинфицировались. Дезинфекция пивного оборудования очень важна, так как пивная брага имеет не такой высокий градус, как, к примеру, брага с вином, и из-за этого есть большая вероятность того, что с помощью какой-нибудь злокачественной бактерии мы заразим нашу брагу и тем самым испортим пиво. Поэтому относитесь к данному процессу очень серьезно. Напомню еще раз, что дезинфицировать надо все оборудование, с которым будет соприкасаться наша пивная брага. Соответственно, это наши емкости, гидрозатворы и крышки. И обязательно краники, через которые мы будем сливать пиво. Но краники я снимать не буду. Я просто сейчас, когда все это продезинфицирую, поставлю в раковину наше ведро, открою краник и буду весь вот этот раствор, который у меня здесь хлорный, сливать через краник. Тем самым я продезинфицирую его. Так я делал с помощью раствора йода. Кстати, с раствором йода у меня никогда не было никаких проблем, но там такой муторный процесс, поэтому я решил использовать эти таблетки. Ну, надеюсь, что вот эти хлорные таблетки, точнее, с ними также не будет проблем. Какой лучший способ дезинфекции использовать, выбирать только вам. Выбирайте тот, который больше всего вам подходит и удобнее. Но если у вас есть самогонный аппарат, то проще всего использовать собственный самогон, который 100% убьет всю заразу. После того, как мы продезинфицировали все хлором, то обязательно все промываем проточной водой. Но следите за тем, чтобы ваши руки также были чистые. Ну что ж, с мойкой и дезинфекцией пивного оборудования я закончил, и теперь можно приступать к следующему этапу, непосредственно к приготовлению пива. Но раз я нахожусь в старом доме, где у меня есть чистая вода из колодца, то я сейчас все
емкости наполню чуть больше половины, для того, чтобы потом не бегать сюда с бутылками за чистой водой. Для приготовления пива нужно использовать чистую питьевую воду, можно использовать из-под крана, но только в одном случае, если вы полностью уверены в этой воде. Как, к примеру, я, потому что на этой воде я уже готовил несколько раз пиво и никаких проблем не было. Но если вы живете в квартире, то лучше не рисковать и использовать бутилированную воду из магазина. Для того, чтобы потом долго не ждать, пока остынет наше приготовленное сусло, перед тем, как мы будем добавлять дрожжи, я сейчас первым делом начну топить сахар. Напомню, что лучше всего использовать декстрозу, но так как я ее не нашел в кратчайшие сроки, то я купил обычный сахар. Вот он. Значит, добавляем воду в нашу кастрюлю. Достаточно 1-2 литров, для того, чтобы она у нас вскипела, и мы без проблем смогли растворить сахар и добавить его в наши бродильные емкости, куда мы уже налили воду. Что касательно добавления сахара, так же как и декстрозу, на 23 литра пива нам нужно добавить 1 килограмм сахара. Точнее, вот на одну такую банку концентрата добавляем 1 килограмм сахара. Еще раз напомню, что нужно дезинфицировать все оборудование, то есть в данном случае это еще и кастрюля, и мешалка, чтобы избежать проблем, которые нам вообще ни к чему. Сахар мы топим до полного растворения в воде, и после этого добавляем наши бродильные емкости. Все, я добавил сахар во все 3 наши бродильные емкости, и теперь все это еще раз перемешиваю. Вот мы наконец-то добрались до пивного концентрата. Сейчас я покажу, что с ним нужно делать. Набираем опять воду в нашу кастрюлю. Еще чуть-чуть. И ставим ее нагреваться. В эту кастрюлю мы сейчас будем помещать наш пивной концентрат. Начнем с мексиканского лагера, потому что он стоит ближе. Открываем крышку. Здесь под крышкой у нас дрожжи. Будем открывать все постепенно, чтобы не перепутать ничего. И здесь обычной открывашкой открываем нашу банку. Ой. Ой, еще не открыл даже наполовину, а запах уже потрясающий пошел. Вообще бомба. В общем, теперь эту банку помещаем в нашу кастрюлю для того, чтобы она нагрелась, и мы легко перелили концентрат в нашу бродильную емкость. Теперь ждем. Также сейчас я еще сразу поставлю греться чайник, для того, чтобы когда мы основную часть концентрата из банки вылили в нашу бродильную емкость, то горячей водой мы смыли из банки все остатки и также добавили их в бродильную емкость, чтобы не терять драгоценный концентрат. Наш пивной концентрат уже нагрелся, стал уже жидковатый. Давайте пробовать добавлять его в нашу бродильную емкость. Почти весь вылился, это очень хорошо. Сейчас я добавлю сюда еще горячей водички, для того, чтобы смыть остатки со стен. Все, наша банка полностью пуста. А теперь мы все это очень хорошо перемешиваем, для того, чтобы наш концентрат полностью растворился в воде, и чтобы ничего не осталось у нас на донышке. И все то же самое мы делаем с остальными нашими 2 банками концентрата.
Для того, чтобы потом не перепутать, где какое пиво у меня было, я наклею стикеры с надписями. После того, как мы внесли пивной концентрат в нашу емкость, необходимо добавить чистую питьевую воду до нужного нам объема. Но не советую полностью заполнять емкость, надо оставить хотя бы 5-7 сантиметров от края. Это нужно сделать для того, чтобы осталось место для дрожжевой шапки. Особенно это важно, если вдруг у нас начнется активное брожение, то есть большая вероятность того, что пена пойдет через гидрозатвор. У меня так уже один раз было. После того, как мы добавили воду, то еще раз все это хорошенько перемешиваем. Ну что ж, друзья, наша пивная брага полностью готова, и теперь можно добавлять дрожжи. Но есть один важный момент. Дрожжи можно добавлять только если температура нашей браги ниже 27 градусов. Поэтому мы берем специальный термометр, к сожалению, которого у меня нет, поэтому я буду использовать обычный свой лазерный. И замеряем температуру браги. Я буду мерить по стенке нашей емкости. У меня показывает 19 градусов, поэтому можно смело добавлять дрожжи. Так как брагу я буду ставить на брожение не здесь, а на втором этаже, то дрожжи я добавлю сразу после того, как перемещу емкости наверх, для того, чтобы пока буду нести, не перемешать дрожжи с брагой. Ставить емкости на брожение в этом помещении я решил по той причине, что температура для работы наших дрожжей в помещении должна составлять от 18 до 28 градусов. А так как у меня в санузле еще нет батарей, то здесь температура чуть ниже, чем в других помещениях. И к тому же, когда будет идти брожение, емкости мне не будут мешать. Ну что ж, пришло время добавлять дрожжи в нашу брагу. Напомню, что я буду строго добавлять именно те дрожжи, которые шли в комплекте к конкретному концентрату. Не знаю, как у этого производителя, но когда я делал пиво из концентрата отечественного производителя, там к каждому сорту пива шли разные дрожжи. Поэтому, чтобы избежать каких-либо проблем в будущем, то я буду строго добавлять именно те дрожжи, которые шли с концентратом в комплекте. Открываем наши дрожжи. И аккуратно рассыпаем их по поверхности пива. Будущего пива. Высыпаем все, что у нас есть в пакетике. И после этого очень плотно закрываем нашу крышку. Дрожжи мы добавили, и теперь остается налить воды в наши гидрозатворы и ждать, когда закончится брожение. В инструкции на упаковке написано, что брожение может длиться от 7 до 14 дней, но в среднем по опыту это где-то в районе 10 дней. Но нам нужно будет поглядывать периодически и смотреть, как идут дела. То есть, если у нас гидрозатвор замолчит раньше этого срока, то вполне вероятно, что что-то пошло не так. Ну что ж, все. Теперь остается ждать, когда у нас начнется брожение. Обычно гидрозатворы начинают работать примерно через 5-6 часов после того, как мы добавляем дрожжи. Но иногда и позже, иногда раньше, все это индивидуально. Все, наша брага готова, мы ее поставили на брожение. Теперь ждем 7-10 дней, ну или может быть 14. Посмотрим. Друзья, это уже следующий день, прошли ровно сутки после того, как я поставил пиво на брожение, и давайте посмотрим, что сейчас с ним происходит. А происходит здесь следующее. Сорта IPA и Stout
начали активно бродить, гидрозатворы работают, все хорошо. А сорт лагер, который Мексика, гидрозатвор молчит. Вполне вероятно, что здесь ему прохладно, и дрожжи еще не успели запуститься, либо они запустились, но в очень медленном режиме и там только начинают забраживать. Но давайте сейчас попробуем переставить лагер ближе к батарее, посмотрим, что изменится через сутки, и попробуем туда аккуратно заглянуть и посмотреть, что там вообще происходит. К сожалению, я до этого лагеря никогда не делал, и вполне вероятно, что здесь ему прохладно. В общем, переставил я емкость с лагером ближе к батарее. Вполне вероятно, что дрожжи еще активно не запустились, потому что им было прохладно. Но, в общем, через сутки посмотрим, в какую сторону изменится вся эта ситуация. Но расстраиваться еще рано, потому что у меня была похожая ситуация с концентратом от отечественного производителя. И там вот в таком состоянии брага стояла 5-6 дней, и на 7-й или на 8-й день, я уже не помню, началось уже более-менее активное брожение, и оно прекратилось на 13-й или на 14-й день, если я не ошибаюсь. Но, в общем, в итоге все получилось и все было хорошо. Еще я сталкивался с такой проблемой, что гидрозатвор молчит, но заглянув внутрь, идет активное брожение, и там прям очень плотная пена. Это означает, что либо крышка где-то пропускает углекислый газ, либо гидрозатвор неплотно вставлен, или там тоже есть какая-то щель в этой резинке. Но здесь тоже страшного ничего нет, прям бросаться делать что-то и исправлять смысла нет, потому что есть большая вероятность, что вы можете заразить пиво какой-то бактерией, оно испортится. Поэтому, если оно активно бродит, то ну и пускай бродит, а потом уже, когда вы его сольете, будете искать проблему, где у вас там что неплотно закрывается. Сейчас еще решил заглянуть в емкость, там где стоит ипа, и посмотреть, как она бродит. Там вообще все хорошо, идет активное брожение, очень плотная пена. В стаут лезть я не стал, потому что я уже делал и видел, как он бродит. И не стал я туда лишний раз лезть. Ну, в общем, теперь ждем еще сутки, может быть, двое, и посмотрим, в какую сторону изменится ситуация с нашим лагером. Сегодня уже 6-й день, как бродит наше пиво, и давайте посмотрим, как ведет себя ипа и стаут, и что случилось с лагером. Ну и что мы видим? ипа и стаут закончили активно бродить, но еще какие-то процессы там происходят, потому что где-то в минуту, раза 2 или 3 гидрозатвор еще булькает. А с лагером ситуация на самом деле интересная, потому что гидрозатвор молчит, вода в гидрозатворе стоит на том уровне, на котором я заливал, хотя она должна подняться. И у меня есть подозрение, что гидрозатвор пропускает углекислый газ где-то в резинке, поэтому он не булькает. Но заглянув внутрь, я увидел, что брожение все-таки было, потому что на стенках нашей бродильной емкости есть следы пены, и сейчас там даже видны какие-то процессы медленного брожения, и запаха того, что пиво пропало, нет, есть запах углекислого газа. Может быть, вот так медленно лагерь и должен бродить, я не знаю, кто уже делал лагерь, то напишите в комментариях, если вы знаете. Ну, в общем, сегодня 6-й день, ждем, наверное, еще дня 2-3, заглядываем внутрь, и можно, наверное, будет уже разливать. Ну что ж, друзья, сегодня уже 10-й день с того момента, как мы поставили пиво на брожение. Брожение полностью прекратилось, и теперь можно его разливать и ставить на карбонизацию. Начнем с ипы. Обязательно перед тем, как делать розлив, необходимо сделать дезинфекцию бутылок, куда вы будете разливать, пробок, если у вас такие вот пробки, они бугельные, шланг или какие-то другие приспособления, с помощью которых вы будете делать розлив. В моем случае еще одна емкость, куда я буду сейчас сливать пиво с осадка. В принципе, пиво можно сразу сливать аккуратно из этого крана, из этой емкости, и не брать вторую. Но нам для карбонизации нужно добавить декстрозу или, как в моем случае, сахар, для того, чтобы наше пиво карбонизировалось и было пенное, и при открытии делало вот пш. Как добавить декстрозу или сахар для карбонизации? Есть два способа. Первый сложный и второй проще, как я как раз и буду делать. Первый способ — это просто в каждую бутылку добавлять нужное количество сахара или декстрозы, либо сразу необходимое количество рассчитать на весь объем нашего пива, добавить его в эту емкость, добавить сюда немного пива, растворить сахар или декстрозу и весь объем нашего пива слить уже в эту емкость и потом из него уже спокойно разливать по бутылкам. Как вообще происходит процесс карбонизации? Здесь у нас все просто. Мы в наше пиво добавляем декстрозу или сахар, закрываем его плотно пробкой. Оставшиеся дрожжи продолжают есть добавленную декстрозу или сахар.
Соответственно, они выделяют углекислый газ, а так как у нас бутылка закрыта плотно, углекислому газу деваться некуда, и при открытии пиво наше делает пш, и появляется плотная пена. Но карбонизировать пиво нужно аккуратно и строго по расчетам. На 1 литр пива нужно добавить 9 грамм сахара или декстрозы. Если вы добавите декстрозу или сахара больше 9 грамм на 1 литр, то есть вероятность того, что при карбонизации будет очень много углекислого газа и бутылка ваша взорвется. Для розлива пива лучше всего использовать, конечно, стеклянную тару, вот такую вот с бугельной пробкой, но они дорогие и, по крайней мере, я не могу себе позволить сразу купить большое количество, поэтому я покупаю такие бутылки, ну, по чуть-чуть. А в основном я сейчас использую вот такие вот пластиковые бутылки с пластиковой пробкой специально для очень сильно газированных напитков. Кстати, вот здесь на столе у меня сейчас стоит в стеклянной бутылке самое первое мое пиво, которое я делал, кофейный стаут, а это второе пиво, которое я делал, янтарное. И оба они классные. И, кстати, вот прекрасный пример того, как карбонизируется пиво и что углекислый газ внутри накапливается. Бутылка очень сейчас плотная, не продавливается. И вот такие пластиковые бутылки я доливаю вот до этой отметки, до самой верхней. Сейчас видно, что напитка в пиве меньше. Это из-за того, что бутылку раздуло. А в стеклянной бутылке, ну, здесь в принципе деваться некуда, и раздуваться ей тоже некуда, но можно вот немножко приспустить пробку. И вот видно, что там прям очень сильное давление. И, кстати, пиво начало уже пениться. Ну что ж, все оборудование, которое я сейчас буду использовать, я уже продезинфицировал и высушил. Теперь давайте наконец-то разливать пиво. Сейчас небольшая информация для моих постоянных зрителей. Вот только что открыл емкость нашей ипы, не успел отнести крышку на подоконник, чтобы она не мешалась. Как у меня включился рекуператор моей умной вентиляции. На столе здесь у меня лежит вот датчик углекислого газа, про который я уже рассказывал. Это наглядный пример для тех, кто говорил, что эти датчики некорректно или вообще не считывают углекислый газ в помещении. Друзья, в этой емкости у меня, ну и как во всех остальных, получилось 20 литров пива, поэтому на этот объем мне нужно добавить 180 грамм сахара, ну или декстрозы, то, что вам удобнее. Кстати, что лучше использовать, сахар или декстрозу? Ну, это, наверное, на ваш вкус. Сахар получается дешевле, чем декстроза, но я декстрозу вот купить не смог. Ее надо было заказывать на Озоне, но почему-то ее доставка там занимала около недели, поэтому я не стал ждать и купил сахар. Но разницы как таковой я особо не заметил, поэтому буду использовать сахар. На 20 литров я использую 180 грамм сахара. Все, сейчас я уже вот надел наш шланг для того, чтобы аккуратно сливать пиво по стеночке, чтобы оно не пенилось. Здесь у меня вот 180 грамм. Сейчас я немножко добавлю пива, чтобы легче можно было растворить сахар. Сахар все-таки придется немножко перемешать, потому что один раз я добавлял декстрозу, а не сахар. Также насыпал пиво и по совету одного из блогеров других я увидел, что он говорил, ну перемешивать не надо, оно само там все перемешается. А ничего подобного. Я уже разлил пиво по бутылкам и вижу, что у меня как была горка декстроза, так она и осталась. Поэтому сейчас нужно добавить немножко пива, там, ну, грубо говоря, может литров там, 1,5. И немного перемешать ложкой. Кстати, тоже ее нужно помыть и продезинфицировать, чтобы растворить наш сахар. Чтобы точно все количество пива было перемешано с нашим сахаром. И оно у нас успешно карбонизировалось. Аккуратно перемешиваем наше пиво, чтобы полностью растворился сахар, и он не остался на дне нашей емкости. Мешаем без особого такого энтузиазма, чтобы не появилось много пены. Запах, кстати, ребят, вообще потрясающий. Для чего я вообще переливаю пиво с основной емкости в другую? Ну, во-первых, для карбонизации, чтобы растворить сахар, а во-вторых, чтобы исключить попадание дрожжевого осадка, который сейчас у нас на дне, в наши бутылки. Когда пиво в нашей емкости доходит до краника, кстати, вот она начала булькать, потому что начал попадать воздух, то мы просто аккуратно вот так вот его наклоняем
и сливаем остатки до появления дрожжевого осадка. Но надо следить за этим и потихоньку наклонять, чтобы дрожжевой осадок не попал в нашу емкость, куда мы уже переливаем пиво. Пиво удалось слить почти подчистую, здесь осталось, ну, наверное, буквально грамм 100-150, но оно уже начало сливаться с осадком, что нам не нужно. Осадок здесь у ипы такой прям светлый, интересный. Просто я до этого делал практически все время темное, и там прям, ну, темный осадок, а здесь такой вот светлый. Ну, для меня он непривычный. Ну что ж, друзья, теперь давайте приступим непосредственно к розливу нашего пива. Пиво я буду разливать, как я уже говорил ранее, вот в такие пластиковые бутылки, но у вас могут быть другие, или стеклянные, или там пластиковые из-под сильно газированных напитков, типа колы или пепси. Но самое главное, это в нашей емкости пиво наливать не до конца, а оставлять там сантиметра 2 или 3. Я буду наливать вот по эту отметку, для того, чтобы оставалось место для углекислого газа, который будет выделяться при карбонизации. Это уже следующий день. К сожалению, вчера показать не смог, потому что закончил очень поздно и было уже темно. В общем, у меня получилось по 18 полных литровых бутылок каждого сорта, и каждая 19-я бутылка получилась чуть меньше половины. В принципе, это отличный результат, учитывая то, что у меня 20-литровые емкости. Теперь ставим наше пиво в теплое место на карбонизацию и ждем. В среднем карбонизация занимает 4-5 дней. Как понять, что пиво уже готово? Просто берете бутылку, если она у вас пластиковая, как в моем случае, то вы сразу поймете. А если бутылка мягкая, то еще пиво не готово, и пускай оно постоит несколько дней. Если бутылка уже твердая и она даже вздулась, то все, пиво готово, и теперь его можно переставлять в прохладное место на дальнейшее хранение. В принципе, после карбонизации пиво уже можно пробовать, главное его хорошенько охладить, а то вы не сможете его открыть, либо вы будете все в пене. Но в идеале пиво необходимо еще постоять месяца полтора, кстати, у каждого сорта свои сроки. И тогда пиво обретет полный и насыщенный вкус. Ну а на этом я с вами прощаюсь. Надеюсь, что данная информация была интересна, а кому-то даже и полезна. С вами был Вадим, проект 22 сотки. До встречи в новых выпусках.